Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я вам расскажу о том, как девушки, которые работают в тюрьмах, совращают заключенных. Давайте, очень интересная тема, реально есть что рассказать, несколько случаев таких, очень пикантных, скажем так. Для тех, кто впервые на моем канале, произнесу свою речь, так сказать, я провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я просто рассказываю свой опыт и не более. Видео не несет никакой пропаганды, агитации, короче, погнали. Недавно подписчик мне один прислал фотографию какого-то конкурса красоты, вот там мисс там ФСИН, там, не знаю, МВД, что-то такое. А я как бы давно уже подумал по этому поводу, высказаться, да, рассказать то, что я видел сам. Ведь людям, наверное, интересно, как вот девушки, которые в зонах работают, их немного. Как вот, каково им себя чувствовать? И бывало ли все-таки такое, что может быть что-то между там зэками и ими происходило? Так сказать, как этот фильм «Тюремный роман» назывался. В общем, сегодня о нем поговорим. Перед началом просмотра прошу вас поставить палец вверх. Это несложно, это бесплатно. Я договорился с Ютубом, прям добазарился, все. И подписаться на канал и написать свой комментарий в поддержку видео, вот, продвижения. И свое мнение по поводу того, сейчас, что вы услышите. Есть телеграм-канал один, я, в общем, подписан на него. Он рязанский, как и я. И там увидел фотографию психолога тюремного. Это, конечно, прям вообще прям супер бомба. Я не буду выкладывать, потому что, знаете, может быть, человек не хочет, хотя она находится, в принципе, в свободном доступе. Не могу назвать Телеграм, конечно, свободным доступом, но там прям очень красивая девушка. И я вот на своем веку, конечно, таких не видал. Ну, начнем по порядку, да? Каким образом совращают. А потом затронем вот психологию тех самых девушек. Или попутно, неважно. В общем, когда я был на малолетке, у нас была воспитательница Юля. Она была красивая, прям такая худенькая. И это было дело не в том, что я там дохуя уже сидел, и мне казалось там горбатой королевой. Нет, бывает и такое. Короче, она реально, с ней было прям и на воле замутить, прям нормально. Вот. И она любила ходить такая в чулочках, в сеточку. Я думаю, что это были не колготки, скорее всего. Вот я там не заглядывал, там, знаете, вот это, под капот. А вторая с ней ходила, это вот она была, у нас этот вот, как не начальник, воспитатель по малолетке, по пацановской, на тюрьме, на СИЗО. А вторая с ней ходила психолог, она такая была, третий сорт не брак, но в принципе можно было бы, если бы она осталась у нас ночевать в камере, то на утро от нее бы осталась только мокрая тряпочка. Вот. И она вот любила как-то пофлиртовать. Знаете, каким образом? Однажды она зашла, в общем, их, естественно, вот менты, мужики, они по одному, они не могут ходить без сопровождения мужского персонала, потому что это чревато последствиями. Я думаю, понимаете вы, какими и какой статьей. Вот, поэтому она ходила, но конвоир, вот этот вот ключник, он оставался там, заходили вот она и этот психолог. И один раз случилось так, что корешок мой, Захар, она к нему села на колени. Я не знаю, может быть, они отмечали какой-то праздник, она была датая. Может быть, просто ей захотелось, может, он ей понравился. Вот. В общем, она присела к нему на колени, представьте, к зэку. А мы там сидим, мы баб видим, только по РЕН-ТВ туда шла вот эта вот порнуха, знаете, где трутся там, да, ничего не видать, там иногда могут показать какую-то сцену, где и в одежде ебутся, вот такая фигня. И, я смотрю, я понимаю, я смотрю на Захара, у него глаза соловевшие такие, он ее уже и приобнять собирается, я думаю, сейчас чувствую это, что-то будет. Нет, ничего не было, она села и спрашивает психолога вот этого вторую, она говорит, как мы смотримся, вместе? Такой прикол был. И вот эту Юлю там все воздыхали там и так далее. Она там всем нравилась. Так. Это вот один случай, да. Второй случай был у меня, когда я сидел, в карцере. Вот, и она там, ходила с проверкой, а я сидел в карцере. В общем, она зашла с проверкой ко мне туда.
И заходит ко мне такая, тоже там все конвоиры остались. Вот она говорит, ну как тебе тут сидится? Говорит, мне прям тебя, говорит, жалко, ты как здесь, как такой вот прям волчонок здесь сидишь, вот в четырех стенах, говорит, тебе тут не скучно, может тебе что-нибудь там типа передать, там что-нибудь почитать? Я говорю, ну передайте, если там как бы не сложно, ну, там реально нечего делать. Короче, проходит, наверное, там минут 20, мне там в кормушку, ну, как она ушла, стучит там этот конвоир, там, типа, на, забери. Я открываю там вот эти вот, знаете, журналы, там, эти газеты, Speed Info, где сиськи, короче, вот, там вот этот Декамерон, там, ну, вот такая, короче, эротический журнал, я думаю, нихера, гуляй рука, балдей, пиписка, как бы, сколько там, 15 суток там, или там, сколько я сидел, я не помню, короче, но, думаю, нихера, вот подогнала, понимаете, вот так вот, это вот один из случаев. Потом, я помню, еще был интересный момент, я когда освободился, это было вторым сроком, а после второго срока, когда я освободился, в общем, о нем я еще тоже расскажу, там вообще была жесть. В общем, я пришел отмечаться в ментовку, а там девчонки фотографировали, они говорят, типа, а вы зачем, кому? А я пришел, я как бы все лето загорал, освободился в августе. Вот, я все лето загорал, там, занимался спортом, освободился, купил себе белый свитер такой на молнии, до сих пор еще у меня есть. Джинсы, стретч, помните, раньше модные были такие, тянутся, мокасины черные. Я весь загорелый, прихожу туда, я говорю, мне вот там сфотографируется, она говорит, а что у вас условно? Я говорю, нет, я вот только освободился. Она начинает, а вот так вот ты не подумаешь, вот познакомишься, вот смотри, какой там симпот. Ну, начали что-то подкал, то есть, да, я посмеялся с ним, пофлиртовали. Ладно, вторым сроком, там вообще была жара, короче, у нас была одна девка, там она прям вот одевалась, прям, не знаю, как на панель, ну, медсестра. Вот эти вот, знаете, сапоги, короче, как вот этот, ну, вот прям вот, ну, типа мини-юбка, да, вот прям под манду, и вот, ну, сапоги выше колена. Вот, и вот так вот она шла, типа, в зону, заходила, вот, с вольной одеждой. Там она переодевалась, естественно, уже как бы в медсестру, да, вот. Но, слава богу, не в медсестру, в одежду из секс-шопа. Вот, ну, в нормальную одежду, ну, мы как бы все видели ее. И это, знаете, вот что вот напоминает, когда вот так вот они проходят по зоне, да, вот там, ну, есть такие симпатичные молодые девчонки. Это мне напоминало прям, да, все зэки прям вот, ну, прям, вон, смотри, идет там. И мне напоминает момент из фильма, где Джулиана Мур, я не помню в какой части, по-моему, «Молчание ягнят», идет, короче, к каннибалу Лектору, и вот по подвалу там тюрьмы, и там какой-то крендель стоит такой и говорит ей, я чувствую, как пахнет у тебя между ног. И вот, ну, реально, это вот прям вот, ну, приблизительно вот так вот и выглядит. Короче, там была еще одна ее сменщица. Мы ее называли Наташа Оргазм. Она любила, она такая уже была милфа, такая, думаю, знаете, кто это, да? Вот, такая, ну, ей там лет 40, наверное. Вот, но такая бодрая, знаете, она ходила тоже такие черные колготочки, черные платьицы, облегающие, такая тоже, любила как бы пройтись по зоне, проплыть. И вот, короче, оказалось, что ее завхоз ШИЗО чпокал. Знаете, как это произошло? У завхоза ШИЗО была комната вот в самом ШИЗО в этом, да, где сидят типа те, кто провинился. И было койко-место в отряде, где он числился. То есть он, по идее, должен был, знаете как, спать в отряде, просыпаться, идти на работу туда. Но он иногда там спал там. Ну, а так как бы, ну, красным разные скощухи там, вот, ему как на это закрывали глаза, что он там спит, там, и часто там живет, там, типа. И вот он ходил к ней ночью, когда она была в ночь, как бы ее закрывали в санчасти, вот. Если что, как бы, ну, ночью что-то с кем-то случится, с зэком, придет мент, выведет его в санчасть и будет там с ней сидеть, присутствовать, чтобы она его лечила. Она сидела в санчасти одна. И вот, короче, он замутил такую херню. Он там говорил в ШИЗО, что он пошел ночевать в отряд, а в отряде думали, что он ночует в ШИЗО. А он на самом деле ночевал в Наташе, вот, в оргазме. Как там узналось, как что спалилось, но порол на нее долго. И, как выяснилось, короче, его посадили в ШИЗО, потом простили, опять он стал завхозом крыши, ее уволили, естественно. Была вот такая, короче, история. Дальше идем. Еще было, ну, короче, третьим сроком я ничего не помню такого. Я помню, что я приехал, и там была начальница медсанчасти, на нее прям все так воздыхали. А я, получается, только вот 2 месяца как со свободы. Я ходил на подписке о невыезде, вот, и меня посадили. То есть залу суда меня посадили, я не писал ни касатку, ни надзорку, ничего, ну, жалобу никакую. Я решил поехать сразу в зону, срок дали маленький. Вот, и там все, вон, тоже Юля звали. Блин, одни Юли там, походу, в тюрьме работают. Вон, Юля. И я смотрю, думаю, блин, ну Юля-то такая печальная, как бы, ну, уже там, ну, пизды видавшая.
Типа, и там, вон, Юля идет там. Она, типа, самая центровая была из всех, там, как бы, кто работает. Потом я посидел полгодика еще. Я ходил в санчасть, я смотрю, Юля-то, да. Ого-го, еще. Юля, правда, мне, наверное, в матеря годится, но такая, как бы, ну, пойдет, знаете. И напоследок давайте я вам расскажу тоже интересную историю из последнего срока. Я ее не застал сам, но я застал этого чувака, с которым это все происходило. Короче, чел сидел 10 лет в зоне. Этот случай с ним произошел. Потом он освободился, заехал опять. И в этот момент уже сидел я. И вот я с ним об этом разговаривал. Эту фигню знала, короче, вот вся зона. Это было в Архангельске. Ну, там такая ситуация. Он работал, короче, завхозом, ну, красный тоже, завхозом школы. Куда ходят зэки там учиться, там еще что-то, плакать, там, не знаю, там, гаситься там от работы там, и так далее. Вот. И, короче, он там тоже втерся в доверие, что менты его оставляли там с этими бабами. Но бабы там были, ну реально бабки. То есть я потому что в этой школе был, не знаю, те эти бабки или другие уже были, там были бабки. Вот я там был, меня туда вызывали несколько раз, типа хотели меня заставить учиться. Я говорю, не, я как бы в тюрьму сел не учиться, извините меня. Если бы я хотел, я бы вот учился бы, работал, я бы здесь не сидел, как бы, извините. Вот хотите там закрывать в изолятор, там что-то еще. Потом мы с ними там, короче, договорились, я им оказал небольшую помощь в плане того, что как бы им никто там, зэки не умели, никто там пользоваться компьютером. Я им там печатал приказы, месяц попечатал, короче, ну и все, и они от меня отстали. Вот. Потом нашел себе там другого человека, я говорю, вот он будет за меня. Вот. Но был вот случай, когда вот этот вот пацан работал, и там вот что-то как-то вот работает он долго, все уже там, ну и мент как бы уходил, там типа оставлял с ним. Вот. И он, короче, порол, не знаю, всех, не всех, но застукали его с одной. Причем он, знаете как, умудрился все это промутить. Вот он этих бабок там прикрутил, что он порол одну, а другие стояли в это время на шухере, как-то подавали знаки, там, то есть, ну, там была вот такая система. Я уж не знаю, там что, может, как кто-то кому-то приревновал, кого-то там не дотрахали. Вот, он их, короче, окучивал. Ну, там реально, там, вот, вообще без слез не взглянешь, там такие. Есть вот категория MILF, да, есть уже Granny's Pokers, да, если вы, ну, понимаете, о чем я, как бы, да. Все мы люди взрослые, все мы посещаем определенные сайты, вот, и мужчины, и не только. Вот, и в общем, короче, получается, ее, эту бабку прямо унес коряги, менты и сняли. Получается, короче, кто-то сдал, туда залетели, а он ее там шпилит на парте там или где-то там как-то боком где-то поставил на подоконник. Вот, и прям все, был с поличным, он пойман, его посадили в изолятор, потом он поехал, типа заболел на больничку, и там на больничке договорился, чтобы остаться там, типа, чтобы его не гнобили в зоне, чтобы остался там, досиживать свой срок, типа, тоже работает там завхозом этажа. И говорят, и вот он сам говорил, что эта бабка или тетка, там, не знаю, не хочу никого обидеть, когда уволили ее оттуда, она даже к нему потом приезжала до конца срока на свиданки, представляете как? Вот такая вот фигня. Что хочу сказать, у меня всегда у меня ничего такого не было, вот. Естественно, я там, когда смотрел на них, там мое либидо мужское тоже давало себе знать, но, глядя на них, общаясь с ними там где-то в санчасти, либо, ну, психологи тоже, когда там с тобой общаются, иногда бывает там что-то у них там, и там они там, давай всех зэков по очереди будем вызывать к психологу, психолог там девушки обычно. И у меня сложилось такое впечатление, что они, когда с тобой разговаривают, они вот как бы типа флиртуют. Они, ну вот сидите вы, знаете, и все понимаете. Она понимает, что как бы ты сидишь очень давно и тебе хочется секса. Вот. Ты понимаешь, как бы, что перед тобой баба, вот, и ты бы ее чпокнул бы сейчас, если бы не было вот этого кренделя, ну, если бы она была как бы не против. Вот. А она, скорее всего, не против, судя по ее выражению лица и мимики там, и поведению. Вот. Реально как бы сложилось такое у меня впечатление о них, о всех. Вот они как бы себя так ведут. И я думаю, что, знаете, им это нравится.
Вот кто там работает, я не буду говорить за всех, это чисто мое мнение, не буду никого там, знаете, там, не хочу, правда, никого оскорбить, там, ну, реально, может, кто-то работает там по зову сердца, да, а кто-то по зову другого места. И, короче, ну, реально, как бы, им вот по кайфу, наверное, что они вот ходят там по зоне, она реально там такая вот, ну, чуть ли не с усами, да, и она идет, и там видит, как там все, вон, смотри, вон идет, и она там, типа, чувствует, ощущает себя, ну, ей, типа, по кайфу, знаете, вот как вот, типа, что, вот как они там, псы в клетке, и вот сучка мимо проходит, и не мог ничего сделать, они там готовы ее разорвать, и, может быть, даже там какое-то она возбуждение испытывает, представляя, как бы, что вот там, блин, как бы это какой-то гэнбэнг там, да, короче, вот сейчас бы сорвалась бы одна калитка там, или там, не знаю, был бы там какой-нибудь кипиш бы в зоне, и меня бы чпекнули вот наконец хорошенько. Знаете, как анекдот есть такой, монашка идет, блин, прости господи, богохульство сейчас буду, монахиня идет, короче, там через лес туда-сюда, на нее раз разбойники напали, короче, и там в 10-ром ее отымели, и она встает такая, говорит: спасибо тебе, Господи, и без греха, и досыта. Вот, и, короче, приблизительно где-то вот так вот, я думаю, мыслят и девушки, и женщины, которые работают там. В общем, вот такие дела, ребят. Захотел вам высказаться, рассказать по этому поводу свои мысли. Что вы думаете? Обязательно пишите. Если заслужил, я все-таки заслужил лайк, а я думаю, его заслужил такими рассказами. Обязательно его поставьте. Я знаю, что найдутся те, кто поставит и дизлайк. Вот. Ну, вы сами знаете, кто вы. Вот. Пишите комментарии. Вот. Свое мнение, почему там могут девушки работать. И, кстати, не возьмут работать, если вы думаете так, что заранее отвечу, что женщина устроилась, потому что у нее там муж сидит, не прокатит. Нет, там все проверяют. Короче, такого не бывает. Ну, я не видел, по крайней мере. Вот. Вы напишите свое мнение, согласны со мной или нет, почему они туда приходят работать, вот, и так ли все, как я вам рассказал. Задавайте вопросы, предлагайте темы, не забывайте подписываться на соцсети, на мои другие каналы, там тоже очень много интересного, я там рассказываю свои истории из детства, реально, там интернат, там вот, ну, уличная жизнь и там и так далее. Обязательно переходите, ссылки в описании, в закрепленном комментарии, подписывайтесь, лайкайте, короче, всех жду. Третий канал есть, ну, я там, правда, редко, но метко бываю. Вот, там стримы проходят, смотрим всякие криминальные передачи вместе с подписчиками. Ну, а так, в принципе, все. Огромное спасибо всем спонсорам канала, вы меня очень сильно поддерживаете, нажимая синюю кнопочку «Спонсировать». А с вами был Миша Выплюшка. Берегите себя, увидимся.